Привет, друзья! Мы снова на даче, и сегодня мы поговорим про настоящую итальянскую пиццу. Какая для вас настоящая итальянская пицца? Это же хрустящее, мягкое тесто, которое сделано на дровах. Но, к сожалению, не у каждого дома есть печь на дровах. И я сегодня хочу вам показать, как можно сделать а-ля такую печь с помощью барбекю. Также сегодня я сделала 3 вида теста. Одно с ферментацией 24 часа, одно со 48 часов и одно 72. Сегодня я хочу показать, какое тесто будет самое подходящее именно для такой пиццы. Давайте делать! Для нашей пиццы я сначала приготовлю томатный соус, потому что это, наверное, самое главное в нашей пицце, кроме теста. Я брала вот такие помидорки, они уже у меня резаные, и сейчас мы сварим соус. Базилик я брала 5 листочков, я их вот так просто нарежу мелко, как мелко, среднего размера, скажем. Добавим и 2 зубчика чеснока, пропустили через чеснодавку. И нам нужно добавить орегано. Как по мне, тогда соус будет еще ароматнее и вкуснее. Я добавлю немного, вот такая маленькая щепоточка. И соль. Конечно, это по вкусу. Я люблю не сильно соленый, поэтому я возьму вот такую ложку 5 грамм. Я думаю, это хватает. И сейчас нам нужно довести нашего соуса до кипятения. Наш соус готов. Я его варила, максимум 5 минут. Теперь я вам покажу разницу в тесте и покажу, собственно, как делать пиццу на барбекю а-ля дровах. Хочу показать разницу в тесте. У меня 2 судка. В один судочек у меня вот такое тесто. Здесь у меня находится 72-часовая ферментация. Здесь находится 48. И вот здесь у меня находится, вот так вам покажу. И вот это тесто у меня всего лишь 24 часа. Это самое молодое тесто. Если на камере видно, это будет замечательно. Посмотрите, какой пузырь. Это все пузырь. Вот. И вот здесь тоже пузырь. Нам нужно сейчас приготовить нашу основу для пиццы. При этом нам нужно, чтобы этот воздух не вышел с нашего теста. Это очень деликатная работа. И сейчас покажу, как это все делается. Для того, чтобы сделать пиццу на барбекю на дровах, нам нужно вот такие металлические противни. Они продаются в любой магазин, они стоят недорого. И мой совет, если вы будете покупать вот такие противни, берите вот такой, потому что, видите, дырочки здесь меньше. Что нам нужно сделать? Это нам нужно прорезать вот эти уголки. И вот так расправить нашу формочку. Если у вас есть в магазине круглые, то лучше берите круглую. Просто у нас в магазине не было, поэтому пришлось брать вот такая. Мы начинаем с самое старое тесто. Вот оно у нас. Вот пузырь. Конечно, смазать ручки с оливковое масло. Аккуратненько мы должны это тесто вынять. И нам нужно его поместить в муке. У меня здесь мука 2:0. Почему нужно поместить его в муке? Это только из-за того, чтобы нижняя часть у нас не прилипала к противне. Сделали и перемещаем у нас на противне. И теперь нам нужно вот эти пузыри, которые остались в тесте, их также оставить. Поэтому мы берем и вот так мы начинаем, вот видите, какой пузырь. Нам нужно его оставить в тесто, не забываем. Если тесто прилипает к вашими руками, смазывайте маслом. Тесто получается очень эластичное, поэтому не переживайте, оно у вас никак не порвется. Я буду делать тесто с чоризо.
Это вот такой вид колбаски, она островатая, ну слегка точнее. Вот видите, почему я говорила, что нужна мука. Она, ну, тесто у нас вообще не прилипает к противне. При этом мы оставляем все пузырьки в наше тесто. Почему нам нужна большая ферментация? Чтобы наше тесто насытилось воздухом, чтобы оно было воздушное, пушистое, вкусненькое. Ну и при этом, чтобы оно было достаточно хрустящее. Вот, первая наша основа для пиццы готова. Сейчас мы будем делать вторую, но на вот это ужасное противень. Ну, какое мы купили, такое и есть. Также я хотела вам сказать кое-что чтобы вы не забывали. Тесто, когда я выняла с холодильника, оно еще не готовое, чтобы начали сразу работать с ним. Его нужно оставить на комнатной температуре где-то на 2 часа. Тогда тесто уже отпускается, оно не такое твердое, оно становится более эластичное и пригодное для работы с ним. Если у вас есть шпатель, то желательно разделяйте тесто с помощью шпателя. Струшиваем сколько можем это струсить и возвращаем на противень. Вот смотрите, сколько пузырьков. Это у нас тесто номер 2, которое ферментировалось 48 часов. Вот начинаем с середины и идем к бокам. При этом вот так мы делаем с пальцем, чтобы мы остановили процесс вытаскивания наших пузырьков снаружи. Та же самая манипуляция я сделала с наше второе тесто. Напоминаю, здесь у нас 72 часа, здесь 48 часов. Теперь мы будем смазывать наши основы с наш хорошенький соус. Смазали наши основы. Вот какая у меня колбаска. Это чоризо, салями, пиканте. И накладываем нашу колбаску. Ее накладываем много, потому что мы любим. Вот первая наша основа, вот наша вторая основа. Тоже выкладываем вот так. Это, кстати, похоже пицца, на Диабло. Скажем, просто похоже, потому что у нас, кроме остренькая колбаска, будет еще халапешка. А халапешка это вид острого перца, зеленого. И я вот месяц назад нашла, что в Болгарии продается маринованный халапешка, потому что я раньше не видела у нас в магазинах. И решила купить. Блин, ребята, это так вкусно. Все, что мы не приготовим с ней, это просто вот такое. Вот, собственно, и наша халапешка. Ее немного, она дает, то есть она не сильно острая, как Каролина Риппер, но она достаточно такая пикантная. Поэтому, если вы не любите сильно остренького, то можете и без ней обойтись. Но так как мы любители остренького, то нам побольше. И наш сыр будет вот такая моцарелла. Я брала салатную моцареллу, так она у нас называется, непонятно почему. Просто моцарелла. И тут 125 грамм. И вот так небрежно мы рвем нашу моцареллу и накладываем сверху нашей пиццы. Берите хорошую моцареллу, потому что самое главное, чтобы моцарелла хорошо вот так тянулась. И то же самое мы делаем с нашей второй основой. Да, вы спросите, а где ваша третья основа? Ребята, простите, у нас маленький фейл получился. Мы думали, что у нас целая коробка с этими противнями здесь остались на даче, но, к сожалению, у нас их всего лишь 2. Поэтому мы сделаем одну пиццу, украдем и сделаем третью пиццу. Но я вам все равно покажу и расскажу, какая именно пицца номер 3 и самое молодое тесто. Давайте сходим к нашей барбекю.
Вот смотрите, что нам нужно сделать. Имитацию на печи. Слева и справа мы положили дрова, чтобы был огонь. И посерединке мы тоже как бы угли оставили. Иногда мы будем перекручивать пиццу, чтобы она не сгорела просто с одной стороны. Нам нужно везде, чтобы оно одинаково было красиво. Пицца номер 3. Самое молодое тесто. Ребята, это самое молодое тесто, ему всего лишь 24 часа. И видите, как оно начало подниматься. Оно намного больше поднимается, чем 48 часов. Короче, нам нужно питаться все время, чтобы вот так была имитация, типа как в печи. Чтобы был огонь с особых сторон. И не забываем ее крутить иногда. Кстати, вот у нас уже пригаренький моцарелла появилась. Скоро мы будем ее снимать. Фу, ребята, это очень волшебно смотрится и очень круто. Главное сейчас не упасть, нигде не прицепиться. О, наши красавчики какие они. Ребята, это волшебно. Это прям как у лучших мастеров Италии. Даже лучше, потому что мы сами это делали с нашими руками. Давайте будем пробовать. У меня нет терпения, потому что я вижу уже какой результат. Я просто... Итак, наши пиццы готовы. Я не знаю, вы можете ориентироваться, где какое тесто, но здесь самое молодое, 24 часа, здесь 48, и здесь самое старое тесто, 72 часа. По виду мне самое больше нравится именно вот самое молодое тесто. И теперь я хочу, чтобы вы услышали хрустик. Вот смотрите. Оно самое молодое, оно мягкое, но при этом хрустящее. 48 часов. Оно хрустящее, но видите, оно как-то менее поднялось. И самое старое у нас тесто, вот оно более мягкое даже, скажем, оно не так как бы хрустит, как оно мягкое. Давайте сейчас мы попробуем с вами. Вот смотрите, посмотрите просто, какие бульбашки внутри получились, насколько оно мягкое, воздушное. Класс. Пробуем. Хочу попробовать тесто. Это прекрасное тесто. Оно слегка солененькое. Оно полностью готовое, полностью. Оно мягкое, и у него легкий хруст. Ну, реально очень сильно похоже, как будто только что ее сделали на печи. Вторая наша пицца, это 48 часов. Ну так, тверденькая.
берем, ну, вот какое оно. Видите, практически оно не поднялось. Я попробую только тесто. Мягкое тесто. Ну, у него вид больше как будто, ну, я не знаю, как будто его раскатывали не с руками, а с вот этой качалкой, как она называется. Ну, мне не понравилось. Оно вкусное, оно солененькое тоже. Но не такое вкусное, как вот это, потому что вот это просто мой фаворит пока что. И пробуем самое старое тесто. Если оно старое, это не означает, что оно не может быть вкусненькое. Ну, сейчас попробуем. Так, показываю в разрезе. Вот какое оно. Пробуем. Я вам скажу так. Мне мой личный фаворит это 24 часа. После этого 48 часов. 72 и в конце 48 часов. Поэтому, ребята, если вы любите пиццу, как я, если вы уважаете самое больше, чтобы пицца делалась на дровах, но у вас нет дома такая печь, то барбекю, замечательное барбекю вам в помощь. Это мой лайфхак, потому что я очень хотела именно на дровах, но ехать каждый раз до Италии как бы не резон, а в городе, в котором мы сейчас находимся, не везде есть на печи. Поэтому используйте данный лайфхак, если он вам понравился. Если вам понравился наши пиццы, ставьте лайки. Нам это всегда очень нравится, когда вы ставите наши лайки, потому что означает, что мы не зря это делаем. Пишите под видео комментарий, вам понравилось, не понравилось, какое тесто вам самое больше на вид понравилось. И подписывайтесь на наш канал. Пока!